В один не совсем обычный день, в просторном и шумном зале суда, маленькая девочка по имени Ханна оказалась в самом центре внимания. Она стояла там маленькая и хрупкая, едва доставая головой до микрофона, а ее сердце при этом бешено колотилось от страха. Все началось за несколько месяцев до этого, когда маленькая Ханна встретила на улице загадочного незнакомца, который с приветливой улыбкой предложил ей поиграть со щенками в его большом черном фургоне. Ханна была умным ребенком и помнила все предостережения родителей, которые раз за разом просили ее не разговаривать с незнакомыми людьми. Поэтому девочка отказалась. Незнакомец продолжал настаивать, рассказывая о том, какими веселыми и игривыми были его щенки, так что Ханна почти поддалась на его уговоры. Но неожиданно появившийся прохожий почему-то заставил незнакомца занервничать и уйти. В зале суда маленькая Ханна не понимала, почему она должна быть здесь и что от нее хотят все эти люди. Она лишь знала от своих родителей, что ее слова могут помочь посадить в тюрьму очень плохого и злого человека. Ханна осмотрела зал, полный незнакомых ей взрослых людей, которые смотрели на нее с совершенно разными эмоциями: любопытством, сочувствием, тревогой, а кто-то даже со злостью. Родители также сидели в зале суда, на расстоянии от нее, поэтому девочка чувствовала себя потерянной, как маленький листок в вихре осеннего ветра, пытающийся найти свою дорогу. Неожиданно глаза Ханны встретились с глазами того самого незнакомца, который звал ее поиграть со щенками в своем фургоне. Взгляд мужчины был холодным и пронзительным, отчего девочка еще больше растерялась. Вспомнив о встрече с незнакомцем на улице, голос Ханны сильно задрожал и стал едва слышим. Казалось, что девочка сейчас рухнет прямо на пол под тяжестью этого испытания. Она пыталась быть сильной, но страх и беспомощность постепенно захватывали ее, заставляя забыть обо всем на свете. И в этот момент, когда она чувствовала себя наиболее уязвимой, произошло что-то действительно необычное. Двери зала суда распахнулись, и все присутствующие обернулись, чтобы увидеть, кто же осмелился сюда войти прямо посреди судебного процесса. Но это был не человек, это был пес. Белый лабрадор по кличке Карл, который, несомненно, знал, куда и зачем он пришел. Карл не был обычной собакой, он был собакой-терапевтом, обученной помогать детям и поддерживать их в самых сложных ситуациях. Ханна сразу почувствовала, как напряжение покидает ее тело. Собака медленно подошла к девочке и легко прижалась к ней своим теплым боком. В глазах животного она увидела поддержку и понимание. Рядом с Карлом Ханна вдруг почувствовала, что она сможет говорить дальше. Девочка взглянула на судью, на присяжных, на всех присутствующих и поняла, что она не одна. Самое интересное то, что пес Карл был полностью глухим. Это, однако, не было для него недостатком. Напротив, это позволяло собаке лучше сосредоточиться на поддержке Ханны и не отвлекаясь на весь шум вокруг. Карл был обучен понимать жесты человеческого языка, что позволяло ему общаться с теми, кто в этом остро нуждался, как сейчас Ханна. Дрессировщица Карла Джана вложила много усилий в обучение пса. Она приняла настоящий вызов обучить полностью глухую собаку и в итоге смогла превратить этот недостаток в его важное достоинство. Более того, Джана приютила Карла еще щенком, когда хозяева собаки узнали, что она глухая и хотели ее усыпить. Женщина пожалела питомца и решила обучить его как собаку-терапевта, которыми она занималась уже не первый год. Под ее руководством Карл стал не только способным помогать нуждающимся людям, но и великолепным символом того, что любые ограничения можно преодолеть, если найти правильный подход. Карл нечасто появлялся в зале суда, в основном он помогал глухим детям адаптироваться в нашем беспокойном мире, общаясь с ними на одном языке. В зале суда, видя волнение Ханны, судья предложила ей передохнуть и сделать перерыв, но девочка отказалась, так как рядом с Карлом она наконец нашла в себе силы говорить. Теперь ее слова громко звучали по всему залу суда, где каждый присутствующий смог услышать ее историю. Карл все это время лежал у ног девочки, время от времени поднимая на нее свои добрые глаза, напоминая о своем присутствии и поддержке.
Ханна подробно рассказала на судебном процессе о том дне, когда незнакомый мужчина настойчиво звал ее в свой черный фургон, обещая показать самых красивых в мире щенков. После этого адвокат обвиняемого начал задавать Ханне сложные вопросы, чтобы сбить ее с толку и заставить засомневаться в том, что именно подозреваемый в тот день разговаривал с ней на улице. Ханна действительно едва не отказалась от своих слов, но в этот момент пес Карл положил на нее свои мягкие лапы и придал девочке уверенности в себе, поэтому Ханна вновь указала на незнакомца. Девочка встречалась с Карлом всего лишь второй раз в своей жизни, но добрый и приветливый пес уже стал для нее настоящим другом и помог ей выдержать колоссальное напряжение в зале суда. В тот день слова Ханны стали очень важным свидетельством против обвиняемого, который в итоге получил пожизненный срок тюремного заключения. Ханна рядом с Карлом чувствовала, что она сделала правильное дело, а несчастные родители других детей, которые так никогда и не вернулись из черного фургона незнакомца, не могли сдержать слез, слушая слова справедливого приговора. История о Ханне и Карле быстро распространилась далеко за пределы этого судебного зала. Она стала символом силы и мужества. Терапевт Карл стал не просто героем для Ханны, он стал героем для всех, кто узнал их историю. Этот случай подчеркнул важность и эффективность собак-терапевтов в судебных заседаниях. Особенно для самых юных свидетелей, которым трудно справиться с давлением и стрессом. Карл и его коллеги и собаки теперь рассматриваются как неотъемлемая часть судебной системы, обеспечивающая дополнительную поддержку тем, кто наиболее в ней нуждается. История Карла не закончилась на этом. Он продолжил свою работу, помогая другим детям, как Ханна, преодолевать их страхи и говорить такую важную правду. Присутствие собаки-терапевта в зале суда теперь является обычной практикой и неоценимой поддержкой для многих детей-свидетелей. Эта история раскрыла новый горизонт в использовании собак-терапевтов, показав, как они могут изменить ход судебных процессов и предоставить бесценную поддержку тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Карл и Ханна вместе преодолели испытание, которое стало вдохновляющим примером силы духа и взаимопомощи, демонстрируя, что даже в самые темные моменты можно найти свет, если рядом есть верный друг. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал.